Вот. Всем привет, мы едем на стрелку с Колей Термитом. Я Колю Термита много троллил, поэтому есть риск получить по ебку, поэтому я взял с собой вот эту машину. Он мощный, Тигран жилистый. Ну и Серга тоже с нами. На крайний случай у нас есть Жанна. Короче, мы едем снимать обзор его чудо-автомобиля, который позавчера поставил рекорд АМТ всех времен и народов. Коля наконец-то напилил, помогло ему в этом, скорее всего, железо Альфард, который он так долго отрицал, но перейдя на него, показал супер результат. Я шучу, Коля всегда показывал достойные результаты. Он такой стрелок. Стреляет редко, но метко. У Коли всегда сумасшедшие результаты, но всего пару раз в году. И в этот раз он опять себе не изменил. Захреначил рекорд АМТ, сумасшедшее давление. Ну и автомобиль достоин внимания. Всем привет. Коля сегодня в гостях в Ростове. К нашему счастью, он не стал нас бить. Ты откуда, Саратова или с Волгограда? Саратов. Я просто путаю, там дороги и там, и там. Там. А где хуже? Да, Волгоград и хуже. Поняли? Вот если нас кто-то смотрит из Саратова, из Волгограда, из дорожников, пора делать дороги. Ну, этой машине на дороге по барабану, который у нас сегодня на обзоре. Сегодня мы вам расскажем про автомобиль, который поставил позавчера рекорд в соревнованиях АМТ. В каком классе? Из першего монстра и класс абсолютно 2 рекорда. 2 рекорда? Да. В общем, это автомобиль, который... Я сегодня буду слушать, наверное, самый громкий автомобиль в своей жизни, именно музыкальный материал. Этот автомобиль играет музыку на уровне порядка 165 децибел. И сегодня Коля нам расскажет, как он сделал саму машину, что изменилось в самом автомобиле. Про аудиосистему, про сабовое звено, про двери и, конечно, про питание. Питание здесь очень интересно реализовано. И начнем мы по нашей хорошей традиции с подкапотного пространства, где Коля тоже изменил все абсолютно. Да, там была замена двигателя, я так понимаю. Да. Давайте посмотрим. Первое, что тут бросается в глаза, он завиброизолирован у нас капот тоже полностью. И мотор здесь стоит. Что это за двигатель? Это двигатель Chrysler. 2,4 литра, 140 лошадиных сил. Нормальным крутящим моментом выбран был для того, чтобы именно таскать тяжелый вес. Коробка тоже, соответственно, Chrysler. У нас стоит мощнейшее питание. Вот то, что я вам говорил. Как Коля реализовал питание. Я шучу, конечно, аудиосистема у нас будет питание пожестче. Это мы немножко троллим. Тигран, вот тут у Тиграна, наверное, да, профессионально начинает. У меня истерика. Тигран далек от испеля. Сейчас Тигран затроллит Колю, что он не закрепил преды, а Коля затроллит Тиграна, что тут. Как не закрепил? Вот крепление преда через 20 сантиметров. Вот раз 20 сантиметров. Провода вот крепления, а предохранителя? Крепление предохранителя в самой колбе. Это настоящий спель, это чистый хардкор. Итак, едем дальше. Тут у нас, в принципе, я так понимаю, Мехман 300, какой, 20. Подожди, ехать дальше. Я сейчас сделаю одну вещь как раз. Рекламировать эту? Нет, мы даже не будем показывать, что это такое. Такую никогда в жизни я не верил. Что за это они за это бабки платят, Саша? Я знаю, это вот, я первый раз держу Супротек в руках, я клянусь, мне за это, а тебе платили за это бабки? Подсунули 100 пудов. Мне призы, да. Я считаю, что это если честно, Коля в это верит. Нет, если мне бабок дадут, как Жорику Ревазову, я тоже скажу, что это нормальная тема, наверное. Но я никогда в присадки не верил. Коля сейчас залил эту херню, говорит, мне срочно надо залить, потому что мотор пока горячий. Да. Вот. Саш, я могу так позвонить людям, чтобы они вышли? Не, тебе бабки. я рекламу не люблю. Нет. У нас реклама только наших друзей. Там. Если нас кто-то смотрит из компании Супротек, не звоните. Давай лучше про музло. Можно? Что, нет? По-волговски хорошо Надо закрывать. сделать вот такую манипуляцию. Раз здесь нажал. Да, это ж волговские здесь нажал, петли. Это Волга. Ну все. Покраской Коля никогда не парился, облил машину Раптором. На крыше у нас ящик для личных вещей. Позже мы покажем вам, какие личные вещи с собой возит Коля. Так, Коль, и сразу первый же вопрос у меня возник. У него вес, сколько ты сказал? 3,5. 3,5 тонны у автомобиля вес. У меня сразу резонный вопрос, как тут изменилась подвеска и что это за резина стоит. Саш, здесь, во-первых, мы поставили 8 листов рессор изначально к 4 стандартным, да, не усиленным. Ну, машина упала. Нагрузив ее, машина упала, мы решили поставить сюда пневмоподушки. Их видно будет вот с этой стороны. О, нифига себе. Пневмо, пацаны, стоит. Ты видишь пневмоподушки? Да, видно. Ну, это постоянная пневма, то есть она не регулируется, то накачала определенное давление, мы поехал. В данный момент 3 килограмма на подушку. Качается до 9. Так, а спереди
Спереди сток, ну как сток, это ТИГАЗ-31022, здесь стоит весь СВАП от 105-й Волги с Крайслером, включая коробку, переднюю подвеску, ну естественно здесь все новое, новые суппорта, новые тормозные шланги, диски, подшипники, шаровые опоры. Короче, это Волга с самой ухоженной подвеской в России. Люди вот говорят, музыкой машину портят. Вот тут музыку поставил, и получается, надо наоборот машину протянуть. Давай тут куда-нибудь подсунул Loud Sound рекламу. Зачем мне деньги? Супротека. Короче, по автомобилю у нас заменен двигатель, у нас проапгрейджена подвеска, так чтобы она смогла вывозить 3,5 тонны. И, собственно, давайте перейдем к Нет, аудиосистеме. мы еще про резину не рассказали. А что про нее? Потому что она грузовая. Да, она грузовая. Поехали снимать заднюю багажник. И резина грузовая. Да. Все рассказали. Теперь переходим непосредственно Коротко о к главном. аудиосистеме. То, из-за чего вы смотрите этот обзор. Это, знаете, есть поговорка: безумцы, упорствующие в своем безумии, рано или поздно становятся мудрецами. В багажнике у нас расположено 8 7/5 девгонцев. Я даже не хочу задавать вопрос, как они синхронизируются. Я так понимаю, что каждый мост синхронизирован друг с другом, а остальные все, да, работают Гейном, Гейном. шишечку. Вот. Кто не понимает, даже не заморачивайтесь. Смысл в том, что это очень сложно. Настроить такую аудиосистему, чтобы она правильно играла. Сложно потому, что не крутилки крутить сложно, а сложно, если вы накосячите. Это очень дорого стоит. На фронт у нас стоят два 2/5 моноблока с широким фильтром. Альфарто год 2500. На левую и на правую дверь по одному. Двери мы вам покажем чуть позже. И еще один усилитель двухканальник стоит в салоне на твиттере. Проводка в этом автомобиле стоит дороже, чем этот сам автомобиль. Просто проводка. Говорят, музыка дороже машины. В данном автомобиле провода дороже, чем сама машина. Стоит обратить внимание на эту коробочку. Это Digital Designs X1. Кроссовер. Очень удобный. Если сказать вкратце, вы можете дать ему сигнал с одного канала и разветвить на много каналов. При этом еще каждый канал вы можете настроить, включить фильтры. Я Надо хотел это Об показать. избыточном давлении в этом автомобиле он говорит. Зачем? Это для тех, кто слушает. Наверное, мне понадобится. Рассказать тебе зачем? это на Не самом убирай деле? далеко. Сказать? Давай. Мне как бы жалко усилителей, поэтому я кидаю это вместо силикагеля. Это впитывает в себя влагу излишнюю. Когда влажно на улице, я как бы стараюсь сделать так, чтобы усилитель не хапнул. На самом деле, с другой стороны. Вы поняли, туалетной бумаги рулон кладете в багажник? Какая хоть нормальная бумага? С запахом банана. С бутербродами, Коля, не парился. Тигран, посмотри, возьми на замену. Фанеру положил и все. Здесь еще самое главное, Саш, здесь сделано то. По Волге арка, короче, заднего моста идет высотой до потолка 72 сантиметра. Как сюда влезли две пятнашки, как ты думаешь? Вырезав пол. Я вырезал пол и опустил его на 15 сантиметров. И сварил новый пол. Начиная от средней стойки, то есть полностью. Минимальные изменения в конструкцию автомобиля привели к такой аудиосистеме. Воп- Ну, это жестко, конечно. И Вопрос. машина едет ровно. Коля, вопрос. А как ты реализовал мост? Задник и кардан? Там же выемка. Я же тебе говорю, я его просто вместе с этим совсем опустил на 15 сантиметров. Здесь целиком опущенный пол. В натуре. Ты не видишь? Ага. Мы наконец нашли человека без личной жизни. Он живет в гараже, походу. Сколько это все времени заняло? Это 6. Полгода. В дверях установлены 25 НЭО, 8 штук. И Ганнибал NM5. Неодимовые среднечастотники, очень громкие. Не знаю, Коля, я ее не слушал, он обещает панч. Я не верю пока. А на сколько они порезаны? На 120. На 120? Ничего себе. Любит извращение. Ну куда? Ну они на 500 рассчитаны. Я не знаю, включат, я послушаю. Я пока не верю, что они панчить могут. Но в принципе, когда такое количество динамиков, панч можно вытащить, но в ущерб громкости в любом случае. Ну да, в любом То есть случае. если Гейн то убираешь. есть, запас посередине остается у Коли, видимо, огромный, и если порезать их выше, можно сделать больший рак ушей, как это принято называть. Так, и в багажнике Коля сейчас нам покажет. Находятся его личные вещи в основном, да? Да, запаски, домкраты, Саш. Покажи. Держишь его, Лёх? Да, давай. Тигран, что ты делаешь, а? Надо ж поснимать. Помнешь крышу. На камеру поснимай. 3 секции лития, 770 ампер-часов каждый.
2300 ампер-часов суммарная емкость. Тут генератор, ребята, он просто для красоты. То есть полностью заряженные все эти 3 секции лития, в принципе, без генератора, на там, громкости 155 там, плюс децибел можно слушать, в принципе, с утра и до вечера. Забыл самое главное, это сабвуферы. Сабвуферы установлено 12 15 дюймовых DevBones с 3-дюймовой катушкой. Это важно. Почему именно с 3-дюймовой? Я не могу тебе ответить на этот вопрос, я не знаю этого. Они легче, с них давление больше. Ладно. Четверки выдерживали бы большую температуру, но с троек можно получить больше мощности можно выжать с усилков. Это когда вы упираетесь уже там в рост импеданса. Если у вас стоят 4-дюймовые сабы, можно заменить на 3-дюймовые, получить небольшое падение. Что это за хуй? Это слоники, я не могу без них, это мой талисман. Коля, все нормально. У нас тут недалеко, вот здесь, по трассе 7 километров. Алтын Дисней? Нет, называется поселок Ковалевка. Ну это Алтын Дисней у нас есть. Это я купил. Вы поняли, я про сабвуферы рассказываю, Коля мне вот это показал. Это на самом деле, Саша, у меня ребенок 1,5 года. Я шел, и я не мог пройти мимо этого. Ребенок Да, любит мы- слоники. Не, ну в ванной ему такую вот игрушку. У тебя же тоже Ну ребенок? ладно, реабилитировался, все, а то я вообще уже перестал хотеть слушать музыку. На самом деле, я не знаю, сколько я высижу. В Хаммере я слушал на этой же частоте максимально 161-162 децибела. Вот 162 это разумный предел. Выдержать такое давление, если там не строить из себя супергероя, можно, ну, порядка полминуты, потом становится реально больно, реально плохо. Ну, такой дискомфорт, ты находишься как бы в другом измерении уже. Можно сравнить с под водой, но только при этом это давление еще со скоростью 40 раз в секунду исчезает и появляется, все твои органы трусятся. Если под водой тебя просто сдавливает, то тут тебя сдавливает со скоростью 40 раз в секунду. Сейчас мы будем слушать в 2 раза громче. Я не буду играть в героя, и как только мне станет я попрошу выключить, и потом мы запишем красивый хейр-трик. Где Жанна? Вот. Жанна распустит волосы. Дайте Жанне, пусть она подержит. Подержи, Жанна. Можно, да? Жанна распустит волосы. С такой громкостью, как я, конечно же, она слушать не будет. Вот. Для того, чтобы не быть пустословными, мы приделаем датчик. Я Первый раз в я не руках буду. держу вот это. Первый Да, раз. Коля любитель термолаба, он хардкорный SPL-щик со Давай. стажем. Он не любит Я не знаю, как это подключается. SPL-лаб. Это народные методы. Нихуя, ну давай еще раз. Только потихоньку. Это реально очень жестко. Короче, такое уже... Сколько там было-то? Я не увижу, я видел 162, сейчас мы на пикхолде еще запишем. Короче, прикол, знаете какой? Вот давление перешагивается, видно, 162, когда вот хуево в груди, дышать тяжело. А тут начинают вот прям вены на ногах еще херачить, прям ноги играют. Пашет просто от души. Так, теперь мы замерим максимум. — 163,3 на 42.
Коля, не играет, конечно, нормально, но музыка говно какое-то. И нам остается ответить на главный вопрос. Быстрее ли эта Волга, чем BMW? Сейчас мы проведем драг-рейсинг. И эта Волга сразится с 2,5-литровым бумером. К сожалению, мне полосы на асфальте не хватило, поэтому мне придется ехать по гравию на 20-х колесах. Будет, я думаю, справедливо. И сейчас мы узнаем, какая же машина быстрее: Волга с мотором от Chrysler или BMW с мотором от BMW. Ти мусиш впевнено діяти, говори те, що думаєш. Не вагайся, не бійся, тебе ще можна спасти. Коли ти знаєш, що робиш, коли ти віриш, кохаєш, ніщо тобі не завадить, тож рухайся до мети. Догоним или не догоним, радует, что чувствуем, а не гоним. Радует, что руки тянутся к небу. Радует. Себе он прет. Ни себе. Вот это Волга. Коля, смотри, у меня просто показывает ошибку подушки безопасности, я поэтому быстро не ехал, страшно. Вот вам и Волга, видели? Кто говорил, что не валит? Валит. Ми повідкриваємо всі штори небо, і це означає, що воно за нас. Итак, это был вот такой уникальный проект, уникальный по громкости. Действительно, вот такая громкость, она внушает страх на самом деле, когда ты ее слушаешь, когда у тебя начинает там не просто люди говорят, у меня волосы шевелятся, там когда за 150 уходят, люди говорят, я дышать не могу, я ничего не вижу. Тут уже в ногах ты чувствуешь какие-то вибрации. Ну, на самом деле становится действительно страшно. Сколько можно выдержать такую музыку, я не знаю. Экспериментировать не стал. Вот когда она доходит до пика, сразу отмашка. Скажи, это больно? Лучше не слушать. Это не то, что больно, но ощущаются все органы. Органы ты чувствуешь, как вибрируют. И, конечно же, появляется, ну, такое опасение, что может лопнуть капилляр какой-то. Ну, это действительно опасно уже. Неподготовленным людям я бы не советовал слушать там даже 160, 163. Это, конечно, уже жесткое давление. Огромный респект Коле, что он собрал такую машину. Собрал он ее не сам, у них команда, называется она Бас Агрессор. Там, здесь были все. Дима, Сережа, Леша, Лось, вот он сзади стоит. Дима, Сережа, Лось и, конечно же, Коля Термит. Короче, это был Коля Термит, это была машина Волга, которая поставила двойной уже рекорд, да? Ну, если честно, я сейчас громче не слушал. Можно послушать такое давление в Корчах, да, вот там вот видели машины типа там Касима, или там вот Стас Певки выступал в прошлом году. В таких машинах можно услышать такое давление, но это просто там басовая составляющая, только это не музыка. И эти машины могут очень кратковременно воспроизводить такую громкость. Они не рассчитаны воспроизводить музыкальный материал долго. В этой же машине можно сесть и сдохнуть. Надо отдать должное еще самим сабам. На данный момент в России сабов такого уровня не существует именно вот в бюджетном ценовом сегменте. Это 3-дюймовые девбонсы. Топовые стоят 4-дюймовые. С трешек я, если честно, вот сколько удивлялся, сегодня удивился еще раз. На замедленное я покажу. Сабы выходят на такой ход, что им начинает выгибать подвес. При всем при этом сабвуферы работают стабильно. И я не знаю, Коля все равно не признается, на какой громкости можно слушать долго. Но я подозреваю, там, что 160 здесь можно валить, в принципе. Если у вас остались какие-то вопросы по этому автомобилю, задавайте их Коле здесь в комментариях. Или переходите на его YouTube канал. Он там не сильно за ним, да, по-моему, следит? Или что-то Я выкладываешь? практически за ним, ну, выкладываю там раз. Короче, в Коля неделю. очень занятой, я не представляю, откуда брать время, если вот варишь целыми днями Волгу. Он еще и тащит собственный формат соревнований, который называется RBR, Russian Bus Restart, чтобы это не означало. Вот там люди перезапускаются по-русски. С басом. Там правда перезагрузка сегодня у меня чуть-чуть Человек произошла. сел, перезагрузился. Да, вышел можно нормально. перезагрузиться. Задавайте вопросы к Коле, пишите в комментариях. Вот, например, про лобовое стекло. Что тут за лобовое стекло? Кто знает, что тут за лобовое стекло? Оно не лопается. Вот спросите у Коли, как он сделал так, чтобы лобовое стекло на этой машине не лопается. Возможно, это еще времен СССР от Волги стекло нашел, не знаю. Ереван стекло. Короче, всем пока. Вы знаете, что вам делать. Подписывайтесь, лайки ставьте. Коле задавайте вопросы. Всем пока, живите громко. Догоним или не догоним, радует, что чувствуем, а не гоним. Радует, что руки тянутся к небу. Радует, что небо тянется к нам. Доженемо чи не доженемо, дещо ми забули, важливе збагнемо. Ми повідкриваємо всі штори небо, і це означає, що воно за нас.
Да, это видео. Тигран, а скажи, Кунем-Ворет какой город? Не хочу так говорить. Нельзя так говорить? Это что-то по-армянски означает. Мне сказали армяне, знаешь что? Так всегда говори, это обозначает какой красивый город. Да? Нет? Обманули? Обманули. Слышь, а вот мне интересно, если ты говоришь то лучше запикивать. А если ты говоришь Кунем-Ворет, надо запикивать? Или армяне настолько мало, что все равно никто не поймет, Надо. что В смысле выругались мало? Нас сейчас? много. Ты нормально А где смотришься, сигнал? Тигран? Он тут должен Продай приору. Посмотри, как ты смотришься четко. Ты четкого смотришься. Бля, вот не может трешак какой-нибудь не показать, да? Ну да, вот ты попробуй, да, давай, сильней. Опа. Это был самый лучший день.